Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игры от Дажанейро, и в ближайшие несколько минут бомбить будет хитрый лис. Шучу, конечно же, не будет лис бомбить в этом ролике, хоть и подгорает в него знатно. Такого плевка в сторону игроков от разработчиков не было давно, и если в прошлую пятницу лис еще сомневался в своих догадках, то сегодняшнее обновление окончательно утвердило его во мнении, что это ответ разработчиков на европейские суды, которые как пожар Святой Инквизиции вспыхнули после глобального нерфа персонажей зимой. Месть это или тупое желание поскорее вернуть свое и чужое сверху, выбирать тебе. По словам некоторых игроков, Дройден на всех этих судебных тяжбах и издержках, а также возвратах денег игроков потратила нехилую такую сумму вечно зеленых, которые им теперь страсть как хочется вернуть обратно. Ну а что из этой затеи выходит, ты и сам видишь. Игру такие потрясения, конечно, полностью не убьют, но серьезный отток игроков ожидать стоит. Старые сервера станут еще старее, а молодые тормознутся в своем развитии. Но обо всем по порядку в нашем пятничном новостном дайджесте. Усаживайся поудобнее, мы начинаем. Приятного просмотра! Начнем с, казалось бы, самого безобидного изменения – с счастливых наборов. Пул наград в них резко отличается от того, который предстал перед нами в мае. И забегая вперед, скажу, что лис ими разочарован. Некоторые награды, такие как, например, знаки воина, полностью пропали из этого набора. По мнению Лиса, Lucky Pack сдулся и более не имеет смысла копить монеты гильдии под него. Гораздо эффективнее будет их обменять на знаки воина в магазине гильдии и магические монеты под ивент Спин Магии. Количество легендарных ресов уменьшили в 3 раза с 7500 до 2500. Магических книг в 2, эссенций с 80 000 до 50, практически в 2 раза. Фрагменты героев, то в принципе ради чего лис и копил монеты, и вовсе убрали. Зато теперь в наборе есть шанс достать нефрит в количестве 100 или 500 штук. Шансы мизерные, но все же есть. Также добавили шанс выпадения волшебных кристаллов. Ты можешь достать 3 или 5 штук за раз. По сути, это 5 легендарок по одному кристаллу, а именно их Лис тебе рекомендует сейчас покупать. Но до этого мы еще дойдем. Пока мы тут рассуждаем, Лис, конечно, скупит сколько сможет наборов на свои монеты гильдии и вскроет их, чтобы ты увидел своими глазами, стоит ли с ними связываться или лучше найти другое применение этим монетам. Заодно вскроем зеленые мешки из экспедиций, которые Лису удалось собрать за последние дни, и посмотрим, что в них. Ценности для ивента скупка этих наборов больше никакой не несет, так как задача на 50 000 монет гильдии была благополучно заменена задачей на 300 000 эссенций. О ней мы поговорим чуть позже. Стоимость наборов, вопреки настойчивым просьбам игроков, не изменилась, хотя с обновлением экспедиций доставать их стало значительно труднее. Многие альянсы столкнулись с тем, что уткнулись в одного босса, которого не могут пройти, а на следующий день проходят предыдущего босса заново. И без глобального вложения бриллиантов всеми членами гильдии пройти следующего босса невозможно, а монеты гильдии дают только за первую победу над боссом. Так что экспедиции в плане добычи монет гильдии стали практически непригодными. Их предел 600 монет ежедневно, если ты играешь без доната. Кстати, разработчики сами дали ответ в информации к сундукам относительно того, пропадут ли наборы после окончания ивента. Нет, не пропадут, и ты можешь скрыть их в любой момент. Значит, как Лис и предполагал, награда набора определяется в момент его покупки, а не в момент его вскрытия. Напоминаю также, что эссенции и магические книги из наборов идут в зачет соответствующих ивентов. Шанс на их выпадение высок, так что они вполне могут сгодиться для их выполнения. И если твой уровень пока мал, счастливые наборы – это твой реальный шанс на их выполнение, так как ты можешь заранее подготовиться к этим ивентам благодаря накоплению достаточного количества монет гильдии. На все свои монеты, а это 98 000, Лису удалось купить 14 наборов. Из них Лис достал 150 000 эссенций, которые пошли в зачет соответствующей задачи, а это уже половина пути. 40 000 книг, которые также пошли в зачет задания, 5 волшебных кристаллов и 100 нефрита, 20 000 ресурсов, которые как шлак упали в вещмешок Лиса, даже учитывать не буду. За один проход Лис и все, кого он водит с собой на испытания гильдии, забирают по 700 легендарных ресурсов каждого вида. За 3
по 2100, то есть всего 8400 легендарных ресурсов. 3 дня, и мы перебиваем эту награду. Так что легендарные ресурсы – это худшее, что может тебе выпасть из этих наборов. Тем не менее, Лис будет иногда сливать сюда излишки монет гильдии, если они будут оставаться, конечно же. Основную же массу монет Лис будет сливать на знаки воина в магазине гильдии и магические монеты. Последние сейчас добываются сложнее всего. Хотя уже в следующую пятницу все может измениться, когда мы все улыбнемся очередному обновлению и кастрации ивента. Глядя на тенденцию изменений, сомневаться в нерфе спин-офф магии не приходится, так что, может быть, придется тратить монеты гильдии только на знаки воина. Из лаки пака экспедиции внимание заслуживают только 4 коина, 1 золотой ключ, банка выносливости и 4000 книг. Так себе урожай, если честно, но и вскрыл Лис всего лишь 13 штук. Так как тут есть шанс выпадения магических книг, игрокам, которые испытывают трудности с задачей на магические книги, стоит копить эти мешки под этот ивент и вскрывать их здесь. Двигаемся дальше. По сложившейся традиции обновленных ивентов во время события за ежедневный фот игроку полагается награда. В этот раз это 2000 монет гильдии. По сути, разработчики дарят с барского плеча игрокам 2 полноценных счастливых набора, за что челядь, судя по всему, должна отвесить низкий поклон до земли и расцеловать каждый перстенечек на руках дройденовских господ. Из всех ивентовых подачек это самое отстойное и больше походит на кость, брошенную псу, нежели на нормальное вознаграждение. Здесь ты справедливо можешь возразить, сказав, что могли вообще ничего не давать, и я вынужден буду согласиться. Но в таком случае гнева со стороны игроков было бы еще больше. Лучшим вариантом было бы не вмешиваться в хорошо отлаженный механизм вообще, либо вводить изменения более дозированно. Ладно, рассуждать на эту тему можно очень долго, а нам еще необходимо обсудить изменения в ивентах. Камень испытания был испоганен как только мог. Самое неприятное это то, что из него были убраны все бриллианты, кроме одного задания на 300 тысяч эссенций, которое игрокам среднего уровня возможно будет не по зубам. Ценность каждого бриллианта резко выросла, так как добыть его игровыми путями теперь гораздо сложнее. Насколько Лис помнит, предыдущий ивент был полностью избавлен от тяжести бриллиантов, а ивент на глаза дракона не каждому игроку оказался по плечу. И если в первый раз некоторых игроков пронесло за счет большого количества фрагментов лишних героев, то с каждым разом ситуация будет становиться хуже. У Лиса есть все основания полагать, что и ивент на спинной магии также останется без бриллиантов в награде. Отсюда вывод: бриллианты теперь нужно беречь пуще прежнего и не раскидываться им налево и направо. Лучшим способом добычи бриллиантов на данный момент, по мнению Лиса, является победа над драконом. Хотя и до этих наград разрабы рано или поздно доберутся. Единственное, что стоит упомянуть, дракон должен быть достаточно высокого уровня, чтобы награды были существенными. На новых серверах с этим определенно будут проблемы, особенно на старте, пока сильных и раскачанных игроков будет мало. Быстрое развитие сейчас можно получить, только попав в топовую гильдию, но в такие гильдии берут только с 60-х, 70-х уровней. Гильдия Лиса в этом плане исключение. Если тебе хочется начать игру без доната и быстро развиться в ней, ты можешь подать заявку, и Лис тебя примет, вне зависимости от твоего уровня. Дракон на сервере Лиса 200 уровня, так что бриллиантами и ресурсами с него ты будешь обеспечен. Достаточно ударить по нему один раз, и награда после победы над ним твоя. В испытаниях ты будешь получать при помощи Лиса примерно по 500 000 золота, большое количество эссенций для прохождения задания и по 2000 легендарных ресурсов каждый день, плюс награды с боссов экспедиции. Также тебе с момента вступления сразу же будут доступны бонусы всех технологий гильдии. Каких-то диких условий для того, чтобы быть в гильдии или непременного круглосуточного онлайна нет. Играй в свое удовольствие, помогай развивать технологии и отправляй энергию соклановцам через чат, чтобы гильдия быстрее росла. Отправка выносливости не забирает выносливость у тебя и абсолютно бесплатно. Раз в неделю принимай участие в чемпионате и получай за это награду в виде монет гильдии и знаков воина. Напомню, что возможность подавать заявку на вступление в гильдию появляется с 8 уровня. Информацию для поиска гильдии ты можешь найти в описании к этому ролику. Даже если тебе просто хотелось завести твинг, ты можешь сделать его и кидать заявку. Чем нас больше, тем интереснее играть.
Что касается самих задач, награды в них были изменены. Вместо бриллиантов теперь выдаются по 4000 монет гильдии и 10 000 монет в конце за полное прохождение камня испытаний. Судя по тому, что выпадало из счастливых наборов, это ни разу не равноценная замена. Давай пройдемся по заданиям и сравним, что было и что теперь стало. Очки арены. Было 10 ключей и 800 бриллиантов. Стало 20 банок выносливости и 4000 монет гильдии. Блиц подземелий. Было 20 магических монет и 1000 бриллиантов. Стало 20 магических монет и 4000 монет гильдии. Задача на золото. Было 3000 глаз дракона и 600 бриллиантов. Стало 1000 глаз дракона и 4000 монет гильдии. Задание на магические книги. Было 20 банок выносливости и 800 бриллиантов. Стало 10 золотых ключей и 4000 монет гильдии. Задание на монеты гильдии было переделано на эссенции. В награду давали 1500 знаков воина и 500 бриллиантов. Стали давать 4000 монет гильдии и 1000 бриллиантов. Награда за все испытания. Было 1 фрагмент героя, стало 10 000 монет гильдии и 50 нефрита. Если не брать во внимание бриллианты и знаки воина, награды практически остались теми же. Глаза дракона почему-то порезали втрое, хотя сейчас для полного прохождения огненного разрушителя нужно в 2,5 раза больше глаз, чем прежде. Ну и вместо одного фрагмента героя ты получишь лишь его половинку. Правда, любую на твой вкус. Но у тебя же есть еще шанс в целый процент достать 100 нефрита из набора на те монеты, которые ты получишь с ивента. На 30 000 монет ты можешь купить 4 набора и достать аж 10 000 легендарных ресурсов. Шучу, конечно же. Тебе непременно повезет, и ты 4 раза подряд вытащишь по 500 нефрита, чем введешь в ступор разработчиков. Задачу на эссенцию Лис добил благодаря статуе героев. Если не брать во внимание 150 000, которые удалось достать из наборов, оставшиеся 150 000 удалось достать, пройдя примерно 80 этажей. Есть еще возможность достать эссенцию с рынка, из башни, рифта, экспедиций, испытания гильдии, лаки-паков и магазина гильдии. Так что для игроков 55-60 уровней задача не должна быть слишком сложной. Тем же, кто играет без гильдии и находится ниже этих уровней, предстоит изрядно так попотеть, чтобы ее выполнить. А теперь поговорим о самом больном месте пятничного обновления – ивенте «Вооружен до зубов». Сам ивент никак не изменился, да и пороги прохождения остались прежними. Изменились награды и очень сильно. Золотых ключей и магических монет это никак не коснулось, наоборот, их даже больше стало, так как была изменена награда за 3000 очков, где выдавалось 15 работяг. Теперь ты можешь достать 56 золотых ключа и 112 магических монет. Более того, в награду даже был добавлен нефрит, которого можно достать целых 250 штук, если пройти весь ивент. Но теперь игроков не награждают золотом и, самое главное, снаряжением. Что могу сказать? Работяг теперь можно будет достать только за нефрит. Поздравляю всех, кто успел набрать их в большом количестве до всех этих изменений. Напомню, что раньше можно было за ротацию собирать по 40 работников. Дальше добирать их придется за нефрит, по 10 штук за работника. Необходимость в работниках остро возрастает, когда ты переваливаешь за 70 уровень, так как поддерживать твое легендарное снаряжение на соответствующем уровне становится очень дорого, и ресурсы улетают так же незаметно, как и твоя зарплата или карманные деньги. Почти 12 лямов золота также были хорошим подспорьем для всех, кто только начинал развиваться в игре. Ну а про снаряжение с 5 или 4 звездами, которые можно было достать из ивента, я вообще молчу. Чтобы ты лучше понял, в чем заключается вся боль кастрации этого ивента, напомню. Для того, чтобы собрать шмотку с 5 звездами, необходимо достать 32 шмотки без звезд и слить их между собой. А теперь представь, что их у тебя 4, и это только на одного персонажа. Тем, кто только вошел в игру и намеревается играть без доната, придется еще больше сидеть на некоторых картах, так как физически их герои не вынесут урона без снижения, которое дают прокачанные шмотки. Те же, кто успел довести свое снаряжение до 5 звезд, могут порадоваться. Им нефрит сейчас гораздо нужнее, так как легендаркам нужно нарастить крылья и активировать таланты. Гнев и ярость сообщества можно понять, и в сторону Дроиден снова полетел шквал критики. Но, как ты понимаешь, им на это плевать с высокой колокольни. Завтра придут новые игроки, и они знать ничего не будут ни о каком нерфе, а значит будут играть по нынешним реалиям. А остальные пусть отваливаются.
Те, кто задонатил, останутся, а старые сервера мы объединим и из 5 штук сделаем 1. И все, вроде как и активность восстановилась, ну и так далее. Вот почему Лис сказал вначале, что игру это обновление не убьет. Тем, кто остается, необходимо отбросить старые привычки и подстраиваться под новые реалии игры. Будем искать новые лазейки и хитрости, чтобы иметь возможность развиваться. И если у тебя уже есть соображения на этот счет, делись с нашим сообществом в комментариях. В свете последних событий, что может порекомендовать Лис? Вкидывать бриллианты в технологию гильдии дальше сотки больше невыгодно, так как награды из наборов не окупают себя, а бриллианты теперь добываются гораздо сложнее. За волшебные кристаллы старайся покупать только то снаряжение, на которое нужно потратить всего 1 кристалл. Для прохождения ивента «Вооружен до зубов» это гораздо выгоднее. Все снаряжение для слияния держи под этот ивент и слияние проводи только в эту неделю. Выбери одного, максимум 2 легендарных персонажей и вливай нефрит строго в них. Без нормального легендарного снаряжения твое продвижение будет зависеть только от того, насколько у тебя сильные герои. Будешь распыляться между большим количеством легендарок, придется очень долго стоять на месте. На данный момент Лис рекомендует тебе вкладываться в Кассандру и Орика. Кассандра может принимать участие в 90% боев, а Орик поможет пройти те испытания, в которые не пускают героев с интеллектом, и Кассандру соответственно. То же самое касается и обычных героев. Собирай тех, до кого проще всего дотянуться и быстрее всего можно раскачать, чтобы не стоять подолгу на низких и средних уровнях игры. Хорошим вариантом будет Гладиатор, Стрелок, Жрец, Вампир, Архимаг, Каменный Гигант, так как он имеет повтор в подземельях, а значит быстрее будет прокачан. Про Ночного Клинка пока ничего не могу сказать, так как он не раскачан и Лис после обновления его еще не тестил. Помни, что это всего лишь рекомендации, а не руководство к действию, и ты волен поступать так, как считаешь нужным. Главное, чтобы удовольствие от игры, которое ты получаешь, только росло. Подписывайся на канал, если этого еще не сделал, и ставь палец вверх этому ролику, если он был для тебя полезным. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить другие полезности от Лиса и первым обо всем узнать. И не забудь поделиться этим роликом с соклановцами. Оставайся с Лисом. Впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре. И не только. Лис прощается с тобой. До новых встреч!